Здравствуйте, друзья! Канал Masters of Body снова с вами. Сегодня у нас в гостях наш друг, товарищ, а главный единомышленник Виталий Коваленко, основатель Днепровского бегового клуба «Пульс». И мы решили провести тренировку, которая будет функциональной, которая будет помогать ребятам, занимающимся бегом и в принципе легкой атлетикой, дополнить и улучшить свои кондиции в межсезонье, так как у нас сейчас осень. Впереди зима, не всегда можно побегать, и самое время добавить общей физической работы. Сегодняшнюю тренировку, как и все прочие, мы начинаем с разминки. Андрей показал Виталику, как размять спину, выполнили подход гиперэкстензии, 20 повторений, и, конечно же, разомнем ноги. Это не будет слишком много упражнений, разгибатель, сгибатель. В общем, все, что необходимо для разогрева коленных суставов. Почему мы позвали именно Виталия? Он является, можно сказать, единомышленником. Он не из тех спортсменов, которые занимаются чем-то одним. Человек разносторонний. Также он уже пробовал силовые тренировки в межсезонье. И решил с нами потренироваться, попробовать наши методики, попробовать то, что мы ему предложим для улучшения его беговых характеристик и в принципе. Занимался он и кроссфитом, занимался и на TRX, и вот теперь попал первый раз в наш тренажерный зал. Разминаем заднюю поверхность бедра, коленные сухожилия. Также выполняем 20 повторений, очень медленно. Особенно касаемо бегунов и ребят, занимающихся в принципе легкой атлетикой или такими циклическими видами спорта. Все будет выполняться не менее 20 повторений, так как большие веса не нужны, а укрепление связок, сухожилий это очень важно, что в дальнейшем, опять же, улучшит результаты в их собственном виде спорта. Следующее упражнение нашей разминки. Разминаем голеностоп. Бегунам, как никому другому, это очень важно, подвижность этого сустава. Первое, несколько повторений Андрей сделал в параллельной стойке. Потом, покажи еще раз, Андрей. Немножко косолапим, развиваем наружную часть, пятки наружу. Как бы предотвращая будущий подвывих стопы во время бега и вообще в работе в активной. И в конце большой части икроножной сносим акцент на внутреннюю и также медленно прорабатываем. Как мы уже говорили в ранних выпусках, это упражнение отличительно от других максимально возможной амплитудой с обратным углом. То есть хорошо тянется сухожилие. И вы можете видеть по икроножным, да, отлично включаются в работу. Вес собственный, поэтому никакого-то гипертонуса для этих мышц не будет. А вот голеностоп получит хорошую растяжку, разнообразие в разных диапазонах, что потом позитивно скажется на беговых упражнениях. Выполняем в каждом положении по 7-8 повторений. И в заключении разминки, конечно же, разомнем плечевой пояс. Без этого никак. Сегодня у нас будет акцент именно на эту часть тела. И поэтому максимально амплитудное упражнение, легким весом, 20 повторений. Внизу глубокий вдох, вверху плавный выдох. Внизу стараемся перед собой даже локти свести, не только гантели. И плечом через сторону, оп, остановились. І таких также выполняем 20 повторений. Ну що, Віталік, ти розм'явся? Да, трошки розім'явся, непривично. Зразу в плечі так чувствується, то, що коли бігаєш не сильно, приділяєш уваги
плечовому поясу, а отут якраз так чуть-чуть. Да, об этом мы как раз поговорим чуть позже, о ваших сильных, слабых сторонах. То есть ты-то, я понимаю, что человек тренированный и уже разносторонне развитый, а твои подопечные, возможно, только перенимают твои, так сказать, навыки, опыт твой. И поэтому, я надеюсь, наши сегодняшние рекомендации ты применишь в своей работе. Скажи, как или сколько лет, как давно создан твой клуб? Ну, клуб созданий вже як 2,5 роки. Іменно в Дніпрі. Ми якраз успіли до війни. Тихенько тренуємося, знаходимо ідейних людей, які хочуть не пересиджувати в стресі, а іменно приходити на тренування. Колективні тренування це трошки воно допомагає в цьому. Здорово. А скільки у тебе людей в колективі? Ну, в колективі більше 40 активних користувачів, які на тренування ходять і які активно приймають участь у змаганнях. Це так, більше 20 людей, які дійсно, бо змагання це є якийсь вид мотивації. Угу. Ну, я так розумію, більшість з них дівчата, так? Бо хлопці. Ну, це ти точно знаєш. Так, ну, маємо такі сучасні реалії. Дівчата більше, но перейду на російську, я ще так добре можу Віталій розмовляти. Вот. Те упражнения, которые мы тебе сегодня покажем, они как раз подойдут, они универсальны. Они подойдут и мужчинам, и женщинам, не испортят никому фигуру, укрепят связки, помогут развить большое количество вспомогательных мышц. И я уверен, что после сезона, вот этого межсезонья, наш сезон, у вас межсезонье, поработав, ну, пусть иногда в таком режиме, раз-два в неделю, ты нам потом расскажешь о результатах. Понравилось, не понравилось, ну, тебе лично и твоим подопечным. Готов? Так, готов. Ну что, друзья, начинаем. И первое упражнение первого суперсета – это жим гантелей нейтральным хватом. Обратите внимание, как Андрей держит гантельку. Торцы гантелей практически постоянно смотрят в зеркало. Теперь в нижней точке он дает максимальную растяжку передней дельте. Если вы вспомните, как бегун бежит, его рука работает постоянно вперед-назад, то есть участвует у него и передняя, и задняя дельта. И сегодня мы с помощью гантелей попробуем эти мышцы укрепить. Итак, исходное положение. Руки перед собой параллельно, слегка согнув колени, начинаем движение, стартуем вверх. В нижней точке растяжение даем плечу. Хорошо. Вот у Виталика отлично получается. Внизу пытаемся задать максимальную амплитуду для дельтовидной мышцы. Заметьте, друзья, бодибилдерам такая амплитуда была бы, конечно же, противопоказана ввиду больших рабочих весов. Но легкоатлеты, ребята, занимающиеся подобным видом спорта, возьмут гантельки легкие, это может быть 2-3 килограмма. И выполняться будет на 20 повторений, не меньше. Поэтому мы делаем максимально возможную рабочую амплитуду. Также вариации можно делать девчонкам килограмм-2 гантели и не на количество, а на время. Это может быть минута или две. Если у вас такая циклическая тренировка, можно также использовать как вид интенсивности. Это временной промежуток, полминуты или минуту. Но мы сегодня выполняем по 20 повторений. Теперь ноги внизу слегка подсаживаются. Для чего это надо? Чтобы снять в этот момент нагрузку с поясницы, так как она все равно будет испытывать долгую компрессию. Но квадрицепсы слишком сильно не участвуют в работе. Хорошо. Вторая часть суперсета называется, если по-правильному, тяга гантелей в наклоне. Но обратите внимание на траекторию, которую задает Андрей. Мы ее между собой называем лыжи. И тут мы задействуем ту вторую часть плеча, которая у бегунов работает во время бега. То есть переднюю дельтовидный пучок мы уже зацепили, и теперь задний. Но мы не просто подключаем заднюю дельту, мы, обратите внимание, хотим воздействовать на весь верхний массив спины. Если мы уже и делаем упражнение, то надо в нем проработать все, что можно. У нас не должно быть слабых звеньев. И тем более это касается, если мы будем применять эти упражнения в функциональных тренировках. Чем меньше слабых звеньев, тем более слаженно работает ваш организм. Поэтому полная амплитуда. И теперь еще раз обращаю внимание на спину. То есть мы включаем не только заднюю дельту, а и сводим лопатки, закачиваем и укрепляем грудной отдел позвоночника. Виталику немножко непривычно, ведь он немного скован. То есть можно это движение сделать более свободным, более маятник. Маятник имитирует руки. Вот. Немножечко раскидываемся вниз и вперед.
И раскрываем хорошо плечи. И выполняем таких также 20 повторений. В итоге нам нужно сделать 3 суперсета. И следующее упражнение, после того, как мы размяли плечевой пояс, подключаем сверху вниз грудные мышцы. И первое отжимание с помощью глайдеров. Андрей сейчас показывает самый, на наш взгляд, простой вариант. Ноги фиксированы, руки работают. Виталик попробует повторить. И теперь Виталик пробует это новое для себя упражнение. Как видим, у него неплохо получается, человек подготовленный. Если же такой вариант вам дается тяжело, девчонки могут делать отжимания с колен. Попробуй, Виталик, с колен. Вот, так немножко полегче. Это первый подход. Сейчас мы вам покажем еще 2 вариации. Вторая вариация. Руки фиксированы, ноги работают. Для многих это будет непривычно. Но поверьте, эффект очень и очень хороший. Чем хороша такая вариация именно для легкоатлетов, здесь хорошо включается пояснично-подвздошная и приводящая мышцы, что также будет не бесполезным в дальнейших легкоатлетических тренировках. Ну и естественно живот, спина все так же прорабатывается статически, но очень-очень сильно получает хорошее утомление. И третий вариант максимально сложный. По 20 раз, конечно, не получится, но ваше все тело получит такую нагрузку, что после этого ни один марафон, ни один кросс, ничего не будет страшно. И последняя сложная интерпретация в исполнении Виталия. Неплохо получается. А сейчас он вам продемонстрирует немного более легкий вариант. Глайдеры у нас стерлись, используем манжеты. Пяточки прижимаем больше к себе. Мы проработали плечи, мы проработали грудные и, естественно, спускаемся к ногам, самым важным частям, и начинаем делать выпады, но опять же с помощью глайдера. Что нам это дает? Во-первых, в крайней точке вы не расслабляетесь, задействуется большое количество стабилизаторов благодаря этому нехитрому приспособлению. Движение назад минимизирует нагрузку на коленный сустав, который для бегунов и так достаточно в их работе. И также включается приводящая мышца, хорошо развивается ягодичная, то есть все то, что будет необходимо для бега. Можно делать поочередно. Сначала выполнить одной ногой, дать небольшой отдых, потом второй ногой. И Виталий пытается выполнить это упражнение, делает четко, молодец. Выполняем 20 раз на одну ногу. Для чего? Напоминаю, чтобы легким весом максимально укрепить все связки, сухожилия и при этом подгрузить хорошо мышцу. Старайтесь делать медленно, уводить таз немножко больше назад, Виталий. Тем самым, да, снять нагрузку с колена. После того, как выполнили 20 повторений одной ногой, Виталий сделал 15-20 секунд перерыв и выполняет упражнение второй ногой. Для чего это нужно? Немножко отдышаться, сконцентрироваться на качественном выполнении именно для второй ноги, чтобы следить за коленом, следить за длиной шага, за темпом и за дыханием. Также выполняем 20 раз. Вес подбирайте индивидуально. То есть Виталик в состоянии сделать вот со штангой. Это может быть 10-20 бодибар. Если нет такой штанги, можно взять 2 гантельки в руки. Если этого нет, можно взять просто руки за голову или скрестить на груди. На ваш выбор, в зависимости от вашего места, где вы тренируетесь. Следующий и последний суперсет будет состоять из гиперэкстензии и подтягивания в TRX. То есть у нас были плечи, была грудь, были ноги и, конечно же, куда же без спины. Почему делаем гиперэкстензию с весом? Первый подход вы видели, мы размялись, сделали на количество, но тренировку спины столбов никто не отменял. Это самая важная часть, наверное, у любого спортсмена. И сильные разгибатели спины нужны и бегунам в том числе. Правда, Виталий? Да. Поэтому 2 последних подхода мы делаем вот с блином в данный момент 10-килограммовым. Это может быть бодибар на плечах, это может быть блин. Кто не тянет, может быть без него. Но обязательно 2 подхода, 10-12 повторений должно таких быть.
И после того, как мы выполнили гиперэкстензию 12-15 повторений, приступаем к завершающему упражнению подтягивания в TRX, которое нужно выполнить желательно также 20 раз, потому как это собственный вес. И обращаем ваше внимание на нашу интерпретацию этого подтягивания. Почему Андрей делает такую огромную амплитуду? Как мы любим делать, мы совмещаем тягу в вертикальной плоскости и тягу в горизонтальной плоскости. Вот в нижней точке Андрей выравнивается максимально, чтобы имитировать вертикальную тягу, а в верхней подтягивает низ груди, почти как в любой горизонтальной тяге. Теперь поясница. Чем полезны именно эти подтягивания? В нижней точке вы можете дать хорошую декомпрессию поясничному отделу. После каждой тренировки поясница нагружается. Мы делали жимы стоя, мы делали гиперэкстензию, мы делали отжимания, и везде грузилась поясница. Ну вот, сегодня у нас в гостях побыл Виталий. Как ощущения? Ощущення дуже хороше, тому що верхню частину тіла я на тренуваннях рідко задію. І в зв'язку з цим, то вибивати дихання хорошо. Коли були випади, це можна робити їх до безконечності. Ну тільки верх це щось нічне. То есть подытожим немножко, то есть ногами мы тебя не удивили, но мы и не пытались, потому что тебе не стоит как бы давать силовые нагрузки, у тебя немножко другая специфика, но торс все-таки получилось, да, у нас слабоват. компенсировать, так как бы слабое звено. Ну, надеюсь, тебе понравилось, надеюсь, что-то полезное для себя подчеркнешь и применишь в дальнейшем в своей работе. Да, обов'язково. То есть было приятно с тобой пообщаться, рекомендуем всем беговой клуб «Пульс», Виталий Коваленко. Спасибо, что посетил наш канал. Тренировал Виталий Андрей, рекомендовал я. С вами в гостях у нас был Виталий Коваленко, Дмитрий Журавель, спортклуб «Оранж». До новых встреч, всем удачи, всем здоровья.